Так. На мотоцикле хотел сначала поехать, но понял то, что на мотоцикле сейчас не время ехать. Видите, он не успел я в лес заехать, повыворачивало такие дубы. Поэтому, если дорогу перевалило, ее перевалило 100%, то ехать будет очень тяжело и на велосипеде. Нужно будет переносить. Но велосипед легкий, а мотоцикл будет весить килограмм 150. Так, ну а тут можно, наверное, и поехать. А по такой почве тяжело ехать. Препятствие небольшое. Да что ты, завал за завалом. Завал за завалом. Ух. Ну это небольшой, но все равно. Вставать, обносить. Даже кое-где лед еще лежит. Еще и земля, наверное, тут не протаяла. Фух. Вот это да. Смотрите, какие дубы. Это сколько дров. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Вот я, как вы видите, собрался в лес, к лесному домику. Погода уже потеплела, но дорога очень тяжелая. Решил я попробовать все-таки проехать на своем велосипеде к лесному домику. Ну и, как говорится, разведать там, все ли там нормально, как там, что. Последнее видео, которое я выпустил, это я был на западе Украины, село Завосино. Вот. Ну и буквально 4-5 дней я приехал сюда. Вот. Ну и решил все-таки съездить. Лед уже у нас практически, ну, в общем, можно сказать, его нету. Он хотя еще не сошел, но там просто-напросто шуга стоит и все. То есть наступишь и сразу провалишься. На льду нет уже ни одного человека. Хотя и лед был толстый, ну и быстро растаял он. На улице весенняя температура. Ну, как-то я вам хочу сказать, сегодня у нас пасмурно и сыро. Сыро на улице. Ясных дней очень мало, земля плохо просыхает и неизвестно, когда она просохнет. Сначала я думал поехать на мотоцикле, но потом не рискнул, потому как вот как здесь проехать на мотоцикле. Тут проезжать там через кушери, я не знаю как. Легче провести то ли велосипед, то ли мотоцикл, сами понимаете. Поэтому все-таки я первую свою поездку решил на своем байке, вот на таком вот. Хотелось бы, конечно, купить что-то посерьезнее, чтобы помощнее было, и чтобы мог он тянуть по таким лесным тропам, будем говорить так. Вот я дошел до очередного завала, теперь мне нужно обсмотреться, здесь немного отдохну. Хоть, казалось бы, еду на велосипеде с электромотором, а весь мокрый, что называется. Но все равно
слышите, птички поют. Уже весна, уже весна. Немного побуду здесь. Попробую навести порядок здесь, в домике. Нужно у себя на усадьбе подготовиться к весенней посадке, все подготовить. Ну а затем, может быть, недели через 2, через 3 отправлюсь на западную, вернее, на запад Украины, в село свое, к своему домику. Буду заниматься там. Так что не переключайте, смотрите это видео, ну и вообще все видео мои до конца. Ну и, конечно же, подписывайтесь, друзья. Так, ну а я сейчас потихоньку, сейчас, будем говорить, я немножко уже отдохнул. Буду преодолевать очередную преграду. Там вроде дальше, смотрю, пока ничего нету, таких завалов больших. А тут надо посмотреть. Да, наверное, как же тут с этой стороны будет, наверное, лучше обойти. В общем, сейчас попробую. Метра. О, а такие дубы. Ух ты. Опа. Да. Все-таки решил по этой стороне обойти. Тут вроде бы как получше будет дорожка. Так, ну наконец-то. Фух. Что-то жарковато. Сниму я, наверное, курточку сюда прицеплю. Есть. Поехали потихоньку. Тут завал, тут объезд есть. Видите, сколько леса валяется заваленного. Тут по прямой можно на одном газе поехать, не крутить педали, уже ноги устали. Ух ты! А тут перевалило капитально. Ну тут можно перенести по дороге. Фух. Фух. Вроде бы как легкий. Несколько раз поднимешь, так вроде и не легкий. Опа, поехали. Вот не успел отъехать, видите, опять. Но это хорошо, я вам еще раз говорю, что велосипед. Если б не велосипед, а мотоцикл, то это просто было бы невозможно. Тут с велосипедом тяжело. Хоть и не везет, но тут мест таких, где его надо везти, тоже немало. Ну, это уже смешно. А он еще впереди один завал. Фух. Опа, вот это да. Попало, смотрите,
что с моим крылом сделала чурка. Сейчас надо теперь ровнее отрихтовать крыло. Вот вам и пожалуйста. Выровняю крыло. Его подрихтовать. Рихтанул чуть-чуть крыло. Не должно вроде цепляться. Сейчас с этой стороны еще посмотрю, что здесь. Да, это надо так под спицу и в крыло. Хорошо, что колесо не поломало. Еще один завал. Ну что ты сделаешь? Это вообще просто кошмар, а? А дальше еще один. Ой, ух, выбрался с завалом наконец-то. Ну, а дальше он еще опять. А что ты сделаешь? Дальше еще один завал. А там еще один завал. Ну это просто. Так, ладно. Что тут? Сюда иду. На велосипеде. Тут больше велосипед тягать надо, чем ехать. Да. Вот вам поедет на мотоцикле. А я думал, да на мотоцикле быстренько доеду. Да. Наверное, разов 10 дольше на мотоцикле будешь ехать, чем пешком идти. Фух. Так. Думаю, тут можно уже поехать. Вот спуск. Подъезжаю. Покачу тут, а тут бутылки, я смотрю, валяются, чтобы не повредить камеры. Камеру-то я взял запасную, а насос не взял. Нету насоса такого маленького у меня. Фух, неужели я дошел, друзья? Это надо. Фух. Вот это да, неужели? Фух, я добрался. Вот это да. Фух. О. Ой. Здравствуй, домик лесной. Давно мы с тобой не виделись. О, неужели я доехал? Был, наверное, кто-то здесь. Смотрю, чурочка лежит и
Две чурки разрубанные лежат наверху. Значит, наверное, это Алексей был после меня. А, да, я ж уходил. Последний раз, когда мы с Алексеем встретились, мы ж встретились на рыбалке с ним тогда. Да, 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 да. Еще к нам приезжали тогда э, знакомые подписчики, и мы на них тоже подписаны, ребята. Вот. Это был последний раз, когда я был в этом домике. Да. Фух. О, ну вроде все нормально, нигде ничего не тронуто. Так, а что ж у нас с градусами? 8 градусов. 8 градусов. Тепла, а на улице? А на улице кто-то снял. А не снял, он упал. Сейчас посмотрю. Думал, что снял кто-то градусник на улице. Вот он. Вот он, друзья. Я так готово. Прилеплю. Все подшито, все тепло. Все, сейчас я распаковываюсь и отдохну 10-15 минут. Вышел посмотреть на бережок, а тут вот смотрите, вода стоит сразу. Под самым берегу, под самый берег вода подошла. И тут уже ни до глины не пройти, я так думаю. Ни песка негде набрать. Ну песок там есть кое-где, а глины нету, чтобы ложить что-то. Веревкой она. А может ее сюда вынесла просто. Не знаю, сейчас посмотрю. Вот смотрите. Нету там ничего. Пусто. Да я такую вязаную первый раз вижу. Может это Алексей тут что-то пробовал ловить, я не знаю. Ну что, даже я и не знаю. Хотел я, в принципе, заняться. Чурочки, думаю, есть, песок есть. Думаю, покуда сутка дело, я там доложу. А тут я смотрю, я даже до глины не доберусь. Где-то в другом месте ее поискать, походить. Да, кстати, сейчас я посмотрю, сколько ж километров я возле дома сбил. Никогда я не засекал точно, сколько километров. А сегодня прямо возле дома я компьютер скинул. На компьютере здесь на велосипеде. Ну, в общем, точно он показывает или нет, я не знаю. Сейчас я вам покажу. Значит, показывает он верхнее вот. Смотрите, сейчас я даже зажгу свет. Может, лучше будет видно, да, лучше немножко. Значит, час я ехал в дороге. 9 километров 200 метров я проехал. В общем, 9 километров я проехал или прошел, или протянул час. Добирался я сюда. Нужно, наверное, сейчас растопить печку, чтобы немножко домик прогрелся. Ну и, наверное, не знаю толком чем заняться. Я, в принципе, планировал, что все-таки буду заниматься кладкой. Вот, но глины я не принесу. Там все затоплено под самый берег. Я даже не подойду, наверное, туда. Ну, слава богу, что топор есть. Нашел топорчик я. Сейчас рубану дровишек. Так, что такое? Дуб уже гнилой.
Уже скоро надо будет пепел доставать отсюда. Уже пепла много. Газовую горелку я опять взял с дома. Сейчас посмотрим. Затрещали дровишки. Подготовлю пилу. Не думал я, что столько будет воды под берегом. Это такое, я уже не помню, когда было, в каком году, чтобы столько воды было под самый берег. Да. Это вот масло мне еще оставалось, шло вместе с пилой. Это до сих пор еще не израсходовал. Нормально. Все по стандарту. Все. Это убрать сюда. Это пусть тут лежат дровишки. Их, конечно, надо еще принести, так как этого мало, надо напилить побольше, чтобы 10 раз не ходить, не пилить. Сейчас пойду, наверное, еще принесу. Хорошее бревнышко.
Есть. Конец отпилю гнилой. Три бревнышка нормальные. Сейчас оттяну туда. Ты смотри, бля. Носить уже не буду. Спина уже не гожая, друзья. Так что уже по вашим, как говорится, просьбам или наставлениям буду тягать. Поехали. Есть. Ну, думаю, 3 штуки хватит. И последняя. Сейчас тепло, я думаю, что я не попалю их все. Но все равно надо их распилить. Пусть лежат уже попиленные. И эту пополам. Так, вот я попилил все. 2 деления осталось. Так, парочку, наверное, возьму потоньше. Закину туда в печку. Сходил я, посмотрел туда, где глина. По воде не пройдешь, надо по берегу, там можно спрыгнуть. Ну и как-то перелезть такими, говорю, ходами какими-то там левыми, правыми. В общем, можно набрать там 3 ведра, можно набрать. Поэтому сейчас я, наверное, почищу эту яму от хлама. Вот. Застелю ее, как она была застелена, чтобы вода не сходила. И принесу 3 ведра глины. Вот, песок здесь есть. И хотя бы я вот эту вот дырку дымоходом ее заложу. Тут можно камушки ложить и камнями заложить вот так вот. А сверху тут уже бревна положить. А можно камнями самим до самого верха и заложить. В общем, сейчас я так и сделаю.
чуть-чуть почищу. Вот так вот. Уровень воды, скорее всего, не скоро упадет. А может еще и подняться, тогда вообще глины не наберешь. А надо хотя бы... Там же та дырка совсем, она не заделана практически. Тут-то она укрыта хотя бы, а там сифонит дыра. Поэтому я думаю, там надо что-то сделать. О, есть. Тут оно заложено. А здесь я заложу, он здесь и не нужен будет. Этот. Так, это тоже пока нам не надо. Опа. Все, годится. Ветки валяются. Освободить дорогу. Ну и вот так вот я освободил себе. Вон, видите, морда валяется, что я доставал, так называемая. Вот дорожка сюда. Поубирал сушняк, поспиливал. И вот как раз я выхожу на то место, где Алексей копал глину. Аккуратно только надо, чтоб на голову ничего не упало. Вот. Белая. О, она уже тут полумокрая есть. 3 ведра, я думаю, таких я наберу, мне хватит. Оп. Пилу забрать сразу. Ведро, чтоб не поломалось. Так, ведро одно есть. Сейчас еще, ну, наверное, парочку. Да нет, еще одну, наверное, и хватит.
Все, 2 ведра, наверное, будет, мне хватит. Оп. Да. И сейчас еще 2 баклажки принесу. И все. Водой глину и пусть раскисает. Раскиснет. Может, я даже сегодня и раствор сделаю. Может, сегодня и заложу. Посмотрю, как по времени будет. Фух. Так, пока одну не буду выливать, немножко размешаю. Вот вам и видите, есть свои достоинства и свои недостатки. То есть, ну, имеется в виду сейчас, вот весной. То есть глина, вот она, воды набрала, она уже, она была мокрая, влажная, она уже разошлась вся. В принципе, можно уже песок сюда сыпать. Вот. Ну, сейчас минут 15 постоит, пусть все равно есть кусочки, которые должны разойтиться. Вот так вот. Ну и все. Сюда сейчас бревно одно покрупнее заложу. Обрежу бока здесь, вот, чтобы она прилегала хорошо, бревнышко. А остальное все заложу камушками и глиной. Так, одно ведерочко. Сразу немножко помешаю его. Мастерочек. Такое впечатление, что не прошла зима еще. Вернее, ну как, вроде вчера строили, вроде бы как вчера только мы строили глиночурку, а сегодня пришли в очередной раз, что-то с Алексеем случилось, вроде бы как он заболел, я один. Ну то есть время пролетело мгновенно, даже незаметно.
Так. И кучи нету. Тут еще ведра 3-4 осталось. Может быть, это и хватит воды, конечно. А нет, еще принесу. Хорош. Так. Сейчас раскалю эту чурку. То как я не знаю, я в чайник воды подлил, а она закипел чайник или не закипел. Надо уже позавтракать и разогреть. Я там с дома взял заготовки, чтобы разогреть быстренько на сковородке и позавтракать, что ли, чи пообедать. То, что я ж с утра еще ничего не ел, друзья. Есть. Есть. Сейчас вот эти как раз 4 штучки брошу, и она быстренько разгорится, печка. И поджарю, обжарю и пообедаю уже. Сейчас 15 минут, и оно быстренько разгорится. Горячей водички сюда. Пусть она тоже постоит. Неизвестно, кто тут лазил по ней. Пусть она быстренько. Маслечко плюхану. Разжарю их сейчас. Полуфабрикаты. Так, кипяточек закипел. Сейчас заварю чаек себе. Опа. Вот так, друзья, я устроился сегодня. Так что-то не захотелось. Погода сегодня тихо, хорошо. Вот. Правда, ну, градусов 10-15, наверное, на улице. А в домике натопил, жарище невозможное. Хотя и двери открытые. Вот, поэтому сейчас я, наверное, здесь пообедаю. Заварю сейчас чайку. Так, а сахарочек, что ж я не взял? Чайничек, правда, некрасивый какой-то, уже такой весь боевой. Ну ничего. Три ложечки.
Ух. Еще ничего не делал, а надышался свежего воздуха, аж голова кружится. Там уже начали заготовки шкварчать. Так что сейчас пойду, буду уже, наверное, переворачивать их, да принесу сюда и буду кушать. Сегодня я взял с собой пару-тройку яблочек и 3 штучки мандаринки. Ой. Готово. Чаек готов. Чай красивый, смотрите какой. Такой цвет у него какой-то необычный. Фух. Ну что, друзья, приятного аппетита и вам тоже. Ну и я сейчас немножко тоже перекушу, пообедаю, так как время уже, может уже скоро и ужинать пора, а я еще и не завтракал. Так что и подумал, ну такая погода, тихо, ветер полный штиль, нулевой. Вот, поэтому ну, грех просто-напросто не выйти на свежий воздух здесь, в лесу, на берегу такого водоема и здесь не позавтракать. Так что все-таки, ну да, позавтракать будем говорить так. Скучновато, конечно, одному. Алексея нет. Ну, Алексей на работе работает. Так что как-то так, друзья. Редко бывает такая тишина. Идеальная тишина. Как говорят, идеальный шторм. Но одно что-то мне, птички где-то далеко-далеко, где-то слышно еще. А то прям вообще не было слышно. Я не знаю, куда они все подевались. Вы слышали, когда я был на Закарпатье, там как птицы, прям возле дома. Так поют, просто заливаются. А тут вроде лес, сплошной лес, тишина, никого нету. И птиц практически нету. Непонятно почему. Теперь немного отвлекусь. Расскажу вам по поводу дома на западе Украины. Это в Закарпатье, за Карпатами. Значит, задают вопросы очень много. А что ты туда переезжаешь жить? Ну, как вам сказать? Жить я туда не переезжаю, но периодически буду туда ездить. Буду ездить туда, что-то делать, что-то ремонтировать, отдыхать. Будем говорить так.
Вот. Это сегодня выдался такой тихий день. А то я вам хочу сказать, ну, у нас не очень тихо здесь. Поэтому как-то так. Дом я приобрел за $3000. Я вам писал, там в названии было написано $3000. По-моему, я не знаю, почему такие вопросы задают очень часто. Теперь цены на дом, такие они 3000 или нет? Нет, друзья, но все зависит от дома, от хозяина и от покупателя. Кто продает, кто покупает, как, ой, извиняюсь, как есть на рынке, знаете, ой, как есть пословица такая, говорит, на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Так что как-то так. Ну, мне повезло, домик, в принципе, неплохой, находится, и земелька там есть, и участок неплохой, ровный. В основном там таких участков практически нету, там они все такие очень большие уклоны, потому что, ну, вы как поняли, значит, находится все, в принципе, как сказать, вроде бы как ущелье во впадине, в низине. Вот. Ветров там практически тоже нету. Все время тихо, выходишь на уличку или ночью спишь, я там ночью спал, и слышно там прям через двери слышно, как эти соловьи, птицы поют, ручей журчит, ну просто обалдеть. Ну еще что мне задавали многие вопросы. Работы много, возраст уже у вас такой. Да, я понимаю, что я уже не молодой, довольно-таки, будем говорить так, мужчина в полном расцвете сил, как говорил Карлос. Не Карлос, а Карсон. Вот, из сказки. Вот. Ну что делать? Такая жизнь. Я и сюда приехал, мне уже было за 50 лет. И то же самое пришлось мне строить. Приехал с Луганской области. Очень многое задают то же самое. А то расскажите, где вы жили и все остальное. Друзья, я биографию никому свою рассказывать не буду. Вы уж извините. Рассказывать, где крестился, где родился, с кем жил, сколько зарплата. Один пишет мне, а сколько у вас пенсия, а потом пишет, я отписываюсь от вас, вы нехороший человек, вы мне не сказали, сколько у вас пенсия. Так я кому-то что-то обязан. Я никому, друзья, ничего не обязан. Я пенсию свою заработал, никому не хочу рассказывать, большая она у меня, какая она у меня, маленькая, жаловаться. Я не люблю это. Выносить тем более свое личное на обсуждение. Нет, спасибо. Такие общие вопросы какие-то, пожалуйста, задавайте там за что-то, за как-то, я всегда вам отвечу. А личное есть личное, так уж вы извините, друзья. Что еще? Кто там не написал? Да там при первой же зиме этот дом снесет, водой этот ручей поднимется, и его водой смоет. Так вот, что я хочу сказать. Вот этот поселок Завосино, он основан, не основан, может основан он еще раньше, я не знаю, но там наверху, когда я выходил на бугор, там есть кладбище, в общем, оно как, кладбища там нету, там просто стоит такой трафарет, металлическое это самое, и стоит трафарет. Вот, и я вам покажу, вот здесь вот видео покажу. Вот, і там написано «Хрест пам'ятник похованим на цьому цвинтарі спочатку заснування нашого села 15 століття і до 1962 року». В 15 веке, значит, там в 15 веке люди жили. В 15 веке. И я думаю, что они не зря там жили, значит, там было хорошо, и до сих пор там люди живут. И кладбище закрылось в 1962 году. И не смыло никого. Так что, друзья, ну, это, конечно, не всем касается. Не говорите там, если вы не знаете, там всякой ерунды, как говорится. Вот. Жить я там, да, ну как,
По крайней мере сейчас, на данный момент, я не планирую жить там постоянно. Потому что домик там, как вы заметили, там работы очень много, домик старенький. Нужно туда приложить немало сил, чтобы привести его в нормальное состояние. А здесь у меня прекрасный дом, он отремонтирован, в общем, все удобства в доме. Так что, ну зачем я его буду бросать и переезжать туда? Нет, конечно. Если даже все успокоится и будет спокойно на Украине, то периодически буду ездить туда, как говорится, будет у меня как дача, может 2-3 раза в год туда буду ездить я, 2-3 раза будет в год туда ездить жена. Вот. А может быть, когда-то и перееду. В общем, не знаю, я не могу утверждать, что и как. Ну и все. Так что, друзья, как-то все так. Я вам хочу сказать, что мне очень там понравилось. Я хочу еще туда поехать. Вот не знаю я, может быть, через месяц, как уже потеплеет, нужно будет немножко у себя дома, на своем, как говорится, усадебном участке навести порядок, высадить там картошку, мартошку, все это самое. А может даже до высадки картошки я еще туда съезжу. В общем, не знаю. Билет туда стоит поездом плацкартный где-то около 400 гривен. Купе там, оно колеблется от 700 гривен до 1200, даже есть 1800 купе. Люкс где-то 1800 до 2000. Люксовый, то есть на 2 места. Вот. Ехать туда, в принципе, сутки. 22 часа едешь. Ну, места там красивые. Мне понравилось, по крайней случае. Кому-то, может быть, не нравится, кто-то мне рассказывал. Я не представляю, как бы я там жил в такой глуши. По поводу глуши. Я вам скажу честно, я не любитель больших городов. В большом городе я могу побыть день, 2, максимум 3, и оттуда уеду. Каждый день этот шум, гам, людей полно, ты устаешь в этом всем. А то ты встал утречком, птички поют, чвырынькают там, чем-то ты занимаешься. То есть ты отдыхаешь морально и физически. Ну, конечно, если нет работы. А если есть работа, то хотя бы морально отдыхаешь. А в городе что? Что еще интересует? Спрашивали, а кто же будет домик доделывать? Ну вот видите, я приехал и пришел, и вот доделываю. Потихоньку что-то буду делать. И так будем потихоньку делать. Я ж не строю его кому-то, что у меня есть вот эту хатынку, как говорится, этот домик лесной. Кому-то под заказ, что я должен его построить через месяц или через 2. Ну, спешить некуда, потихоньку строим, отдыхаем. Вот так вот как-то. Сейчас покушаю и буду опять заниматься.